Хай, всем привет, здрасте, добро пожаловать на мой канал. Welcome my channel, guys. I love you. Хихани. Кто знает прикол, тот знает прикол. Представляете? Мне в комментариях написали, я тут не голая, если что, да, у меня тут просто топик вот такой вот. Представляете, мне уже не впервые такой комментарий написали, большой и познавательный. Это не первый человек, а может быть это даже тот же самый человек, I don't know, пишет мне настолько объемные комментарии. Я, ребята, серьезно читаю практически все комментарии, которые вижу, которые мне попадаются. Я их читаю и вам отвечаю. Давайте для начала прочитаем этот комментарий, а потом уже приступим к реакции и к новой песенке, новой музыке. Let's go! Этот комментарий был написан на английском языке, я плохо перевожу по-английски, то есть я могу перевести, но тут настолько много всего написано, что это будет очень долго, пока я сама все это выдумываю и перевожу, поэтому переводчик, добро пожаловать, переводчик в студию. Читаем, ребята, комментарий. Зрение у меня не очень, я не вижу ничего, поэтому, смотрите, у меня там диск, да, это... Стенка должна быть украшена чем-нибудь. Займемся этим позже. Между прочим, ребята, это очень интересно. Димаш лучший певец в мире. И в этом никаких сомнений. Его голос вундеркинд природы и генетическое чудо. Так как его родители два прославленных певца из Казахстана, так как ему было 5 лет, он поет публично и имеет более чем 20-летнее лирическое образование, окончил музыкальный университет. Он певец, композитор, аранжировщик и мультиинструменталист. Он играет более чем на 7 музыкальных инструментах и поет более чем на 10 языках. Он также отличный исполнитель и великий художник, который живет и чувствует музыку. Он не имитатор голосов. Димаш имеет свой собственный стиль и Димаш имеет свой собственный стиль и является одним из предшественников поп-попера. У него также очень приятная, скромная и простая личность, легкий доступ, что делает его очень легким для подражания. Он всегда путешествует со своей семьей и друзьями, очень образованный человек и пример для подражания. Стал известен своим музыкальным талантом, а не тем, что попадал в неприятности или скандалы. У него очень широкий вокальный диапазон, примерно 7 октав. Он певец с широким вокальным диапазоном, очень разносторонний, баритон, тенор, сопрано, контртенор, меззо-сопрано, все одновременно. Это как иметь 5 певцов в одном. У него есть мужской и женский голос, а также множество ресурсов, таких как вибрато, мелизмы, фальцет, стаккато, свистящий тон, достигающий D8 живого. Я много чего не понимаю, но это переводчик. Вне фортепиано на концерте Гаку в незабываемый день в его юном возрасте он продолжает совершенствоваться и расти музыкально, наверное, до музыкального совершенства. Правильно? Ага. У него хорошая физическая форма, его рост 1,91 м или 6,3. Он очень знаменит и признан в Азии, а теперь он становится известным в Европе и Америке. Все их песни впечатляют, наверное, все его песни. Он всегда переходит от низкого к высокому, от мягкого к эффектному в конце. За свою почти полувековую жизнь я никогда не слышала такого качества, и это надежда на преемственность классического жанра, потому что все старые теноры уже почти умерли, и Димаш может петь так, как они, но никто из них не может петь, как Димаш. Будучи мужчиной, он поет лучше любого другого. Тенор и его женский голос превосходит голос любого среднестатистического сопрано. Приветствия и объятия из США. И дорогие навсегда, сердечко. Вот. Так что... Я еще хочу посмотреть видео, где тоже рассказывают про Димаша. Я немножко, кстати, переживаю. Вот мне написали такой клевый комментарий. Я читаю уже второй раз. Первый раз читала сама. Второй раз сейчас с вами. Я боюсь просто, что я это все забуду, понимаете? То есть, когда много информации вылетает так вот из головы, я боюсь, что я забуду. Поэтому не судите строго, если я что-то могу забыть. Я это делаю не специально, сори. Но мне серьезно было очень интересно, и я хотела, чтобы вы узнали тоже об этом всем. Мало ли кто не знает, вдруг. И этот человек, по-моему, я не знаю, я, по-моему, уже видела его комментарии такие большие. Я могу ошибаться, но мне кажется, и раньше эти комментарии у меня были. Смотрим.
Social media like to accompany his name with the epithet Kazakh Vitas, but Dimash himself does not like such comparisons, and to put an end to them he even sang the famous opera number 2 tones higher at the Chinese music show The Singer. In one song of the young man, one can hear unexpected transitions from baritone to tenor and even to это вот то, что мне написал человек в комментариях, тут то же самое говорится. female soprano, and the genre of music Как он помоложе, помладше был, такая прическа интересная. he performs is characterized by the artist himself to be neoclassic. At the same time, Dimash does not set Он, если честно, очень похож на китайца. Вот прям вот очень, мне кажется. himself the aim of becoming famous only as a vocalist. His great mission is to unite different peoples with the help of music and destroy the centuries-old cultural borders between East and West. Dimash is the eldest son of Kanat Aitbayev and Svetlana Aitbayeva. He has a sister Rashan and brother Mansur. His parents met and married as students of the Aktobe Pedagogical Institute. A year later, the firstborn Dimash was born to the young spouses, and at first, they entrusted his upbringing to their parents. Мне очень нравятся люди, которые вот с детства прям занимаются каким-то делом любимым, и они занимаются им всю жизнь и совершенствуются. Мне очень нравятся такие люди, потому что я сама вот сначала одно дело, другое, ну как бы я себя долго искала, чем мне нравится заниматься, что вообще хочу от жизни, вот это вот все. И в итоге, в общем, как-то, не знаю, я пришла к тому, что я люблю рисовать. His grandmother, Miu Nizametdinova, taught biology and geography at school, sang beautifully, and knew many old Kazakh tales and epics. His grandfather, Qudaibergen-ЗНАЙ, accompanied her by playing the Dobra and taught all his grandchildren to play this ancient instrument. Meanwhile, Kanat, a talented singer, poet, and improviser, created with his wife Svetlana, a professional vocalist, a family duo that quickly gained wide popularity in Kazakhstan. Artists performed at all concerts in the Republic, toured a lot throughout. Вообще, мне кажется, что музыкантам в семье музыкантов немного тяжеловато быть, что, ну, как бы, мне кажется, они из-за того, что музыканты будут требовать от тебя больше. Возможно, я ошибаюсь, возможно, наоборот, легче они будут помогать, но это смотря какие родители, конечно. The country, and sometimes took little Dimash with them on trips. At the age of 2, he first appeared on the stage of the local theater, and at the age of 5, he began to attend the children's studio at Aktobe's Music College. It became clear very quickly that the boy had a perfect ear for music and excellent vocal abilities. He easily mastered playing the piano, guitar, and other musical instruments, and even the solfeggio lessons. Просто сейчас вспомню, как-то пробовала я учиться на гитаре, до сих пор у меня эта гитара есть. В общем, рассказываю, у меня была здесь своя мечта. Я пробовала играть на гитаре, но у меня вообще сильно, очень сильно начала раскалываться, болеть голова, просто невыносимо. Я не знаю, это типа моя особенность такая или что. Или может какая-то привычка нужна. Допустим, сяду час, да, поучиться на гитаре играть. У меня просто невыносимо раскалывается голова, и я не знаю, куда бежать, что с этим делать. И не проходит в течение 3-5 часов. Просто когда я час посижу с гитарой. Did not seem boring and uninteresting to him. And even in very early childhood, he often drew himself on stage surrounded by musical instruments, thereby unintentionally materializing on paper his dream of becoming a famous artist. Dimash's mother recalled, "Many people say that everything is thanks to the genes, but Dimash himself is very diligent. He began to sing at the age of 5, learned to play the piano and dreamed of becoming a popular celebrity in the world." And we laughed. As a teenager, Dimash got keen on Taekwondo classes, to which he devoted 4 years. During this time, he achieved great success in Eastern martial arts and became the owner of the red belt, but when he had to choose between music and sports, he still preferred the former. In addition, he began to experience health problems, and in order not to give up the sport completely, the guy took up swimming. Even now he enjoys visiting the pool at every convenient opportunity, believing that a professional vocalist must be a sporty and physically tough person. After finishing 7 grades, Dimash enrolled in the music college, the Department of Pop and Jazz Singing, where Marat Itamov, the famous Kazakh singer, became his teacher. He not only correctly developed his students' unique voice, expanding the range from 3 to 5 and even 6 octaves, but also inculcated in him a love for art and national cultural traditions.
During his studies, Dimash repeatedly took part in Republican competitions of young performers, and in 2012 he won the Grand Prix, Jas Kanat, the country's most prestigious youth competition. It is interesting that one of the jury members was the famous Kazakh composer Kenz Dayuzakayev, who noticed the young talent against the rest of the contestants. He met the young man and said that he would be glad to see him on his course at the State University of the Arts. Unlike many peers agonizingly choosing a future profession, Dimash confidently moved to the set goal, and after graduating from school he became a student in the composition department at the KazNUA, National University of Arts. At the same time, he did not stop singing and continued to take vocal lessons from Marat Itamov, who was once his mother's voice coach. It is worth noting that the rector of the university, Askat Mayamirov, turned out to be an old student friend of Dimash's parents, who by that time had occupied high positions at the Aktobe Philharmonic Society and were extremely proud of the outstanding musical abilities of their eldest son. And in order not to let Svetlana and Kanat worry about насколько я помню, он 94-го года. Получается, он меня старше на 4 года. То есть ему сейчас 28 лет. Я не помню, какого он месяца. About Dimash, the same invaluable and irreplaceable grandmother Miua and grandfather Qudaibergen moved to Astana during his studies. In 2015, Dimash became the winner of the Slavic Bazaar contest and received the Grand Prix from the hands of Palad Bulbuloglu himself, Minister of Culture of Azerbaijan. The legendary singer appreciated the talent of the young vocalist and predicted fast international fame. And so it happened. In a year, Dimash took part in the 5th season of the song contest The Singer in China, and after his first performance woke up as a world celebrity. The decision to become a participant in this contest was not accidental, since nowhere else one can find a potential audience of 2 billion people. Having learned about the contest from the internet, the family helped Dimash to apply, and over the following year he tirelessly went through one casting after another. Dimash had practically no doubts about his victory. By the Хотела бы я тоже столько же всего добиться в рисовании, как он в музыке. Kazakhstan with concerts, performed with the National Choir and the Astana Opera Theatre Symphony Orchestra, and on stage, he felt quite at home. He was not even embarrassed by the fact that he was the youngest participant in the contest, and his rivals were the best vocalists in Asia. In addition, the young man made the most favorable impression on the director of Hunan TV, Mr. Hong Dao, who personally took part in the selection of contestants. To win, it was necessary to go through 12 stages and the final, and all performances must have been different in musical genres and scenarios. A prerequisite was singing live and the absence of any phonogram. The first stream of the contest took place on January 21st, and in 2 days it was watched by 600 million viewers. With each selection stage, the singer's popularity grew rapidly and soon it spread all over Asia, even though Dimash did not become a winner and let the singer from Hong Kong the first place. At one of the performances, Dimash performed opera number 2, Vita's song. But we must say that Vita's is almost an object of worship in China. Dimash managed to sing his Russian colleague's song 2 tones higher. Hearing the familiar high notes, the hall experienced a burst of delight. In China, the young Kazakh artist became a true superhero. His fan clubs opened all over the country, fans watched in the street day and night, and to go out of the house, the guy had to seek the help of security services. The most striking indicator of nationwide love was a visit invitation by the legendary Jackie Chan, the childhood idol of him and all members of his family. The singer had no time left to prepare a worthy present for the star, but here the residents of the small Chinese town of Urumqi, mostly ethnic Kazakhs, came to rescue. Dimash's parents asked them to bring a velvet chain embroidered with traditional patterns and a dombra, which the young man handed to the legendary actor. Jackie Chan was very happy with such an unusual gift, and upon finding out that the guy had been practicing Eastern martial arts for several years, he gave him a kimono and a belt. By the way, participation in the contest brought the young man not only Джеки Чан, вы серьезно? had been practicing Eastern martial arts for several years, he gave him a Чтоб вы понимали, Джеки Чан это моя любовь. Он крутой. world fame, but also a lawsuit from Sergei Pudovkin, the producer of the singer Vita's. He accused the Kazakh artist of using opera number 2 in his performance illegally and judicially forbade him to perform any composition from Vita's repertoire. The scandal in no way
affected Dimash's popularity. The number of his world fan club is about 10 million people, and fans of the singer can be found in 140 countries of the world, even in those where he has never been. For example, the artist was very surprised to find his fans in faraway Iceland, where he went to shoot a video for the song No. In early 2019, Dimash left for the United States to participate in the musical talent competition Show the World's Best. And although the jury members, among whom the Hollywood actress Drew Barrymore was, appreciated the performance of the Kazakh singer, he again did not become a winner and decided not to take part in such competitions anymore. In the summer of 2019, the singer's first studio album, ID, was released, which became platinum in China in a record 37 seconds, and in an hour it was certified 3 times platinum. Dimash also released a new concert program No, which included songs by American, Chinese, and Korean authors. The Astana Opera Theatre Orchestra continues to tour with Dimash, and the functions of the producer are performed by his own father, who resigned from a high position in the Aktobe Department of Culture to help his son. The singer spends most of his time in China, where he signed a contract with the Black Gold Talent label. The Kazakh artist also collaborates with the American company BMG, which works with such stars as Madonna, Rihanna and Beyoncé. In 2019, the singer received a master's degree and was preparing to work on his doctoral thesis. He considers a good musical education a must for a professional artist, and in the future he is not going to confine himself only to a singing career. He plans to begin writing complex musical forms, sonatas, sonatinas, arias, etc., and after completing concert and touring activities, start teaching and establish his own music academy. In 2020, Dimash continued to surprise fans with new works. Among them, the video, Across Endless Dimensions, which scored about 2 million views on YouTube, as well as the music video, Kairan Elam, which caused no less delight from fans. The singer has performed live both in front of an audience and online and has received several international awards. Among them are the JSTYLE 2019 Awards and the 10th Du News Renren Awards ceremony in China and the People's Favorite 2019 Award at home, in Kazakhstan. Dimash Qudaibergen will take part at the 2021 inauguration celebrations of United States President-elect Joe Biden on Jan. 17. Due to the pandemic, this year's gala will be held virtually. On the eve of the gala, Qudaibergen will present his first online concert, the Dimash digital show, scheduled to stream on American streaming platform Tixer.com. Part of the proceeds will be donated to charity. Вау. Я слышала, что там некоторые моменты точно повторялись, что и написал мне подписчик. Это видео мне тоже скинул ссылку на это видео тоже подписчик. И я слышала, что в этом видео повторялись некоторые моменты, что мне подписчик и написал. Но как бы лишним не будет, что мы еще раз некоторые моменты услышали. Ну, это потрясающе, согласитесь, это просто вау. Ему всего лишь, получается, 28, если не ошибаюсь. И он уже столько добился всего. Вау. Я столько не добилась к своим годам. Я не помню, говорила ли я, сколько мне лет, но раз я сказала, насколько он меня старше, значит, ну тут как бы понятно, да? У меня нет слов, просто он большой молодец, и это мало сказано. Смотрим. Песня у нас сегодня будет «Знай», Димаш Qudaibergen. После всей этой информации еще приятнее будет слушать. Я тут просто внизу укрылась очень сильно одеялом, потому что очень холодно. Смотрим. Let's go! Let's go, let's go, let's go. И тут мы видим Игоря Крутого. Как мне написали в комментариях, самый сексуальный мужчина. Ничего себе. Фигуристы катаются. Или мне показалось? Кстати, эту песню мне тоже посоветовали в комментариях. Исчезает, а
Ну, точно на коньках катаются. Слышу шорохи шаги, нежный шепот фабрики. Я не знаю почему, но мне эта песня напоминает Новый год. Я не чувствую земли. Ну, эта песня поначалу напоминает мне что-то похожее на Щелкунчика. Не знаю, может, я ошибаюсь, но... Он прямо с таким старанием поет, прям каждую ноту выводит. Твое сердце в руки взять, встречай, знай, у влюбленных покрыла не бегут колокола любовь. Очень красиво. Бьет сердца, кровь застывает без тебя. Вот сейчас мне нравится, прям так тонко. У меня в глазах мечта, у меня твои глаза. Мои чувства бьют нова. Я ищу горящий взгляд. Невозможно описать твой взгляд. Да слушай, невозможно описать мои чувства к твоей песне. Немножко отвлеклась. Твое сердце в руки взять, Вот серьезно, очень новогодняя песня. Я не знаю, почему у меня чувство сейчас Нового года. Знаете, такой сказки. Очень красивая музыка. Вот это вот сейчас он голосом делал, это было шикарно. Вот это вот, как бы, как я не могу передразнить. Уже слышала подобное в каком-то сериале или где-то вот тоже так же пели.
понял, это было кино индийское. Навеки твоя, точно. Там, по-моему, также вот голосом делали. Он очень старается, вы посмотрите, как он просто, он очень любит свое дело. И видно, как крутой тоже очень любит свое дело. Мне нравятся люди, которые с детства занимаются тем, что им нравится, и очень это любят. Еще раз похлопаем, это было прекрасно, это было нежно, мило, так спокойно и почему-то по-новогоднему, я не знаю, но это было прикольно. Напишите в комментариях свое мнение по поводу этой песни, что вы думаете о информации, которую я вначале сказала, знали вы ее или нет, наверное, 100% читали уже. Я хоть и читаю, но часто забываю многое. Вылетает из головы что-то, и я была рада, возможно, я уже читала про него, возможно, нет, возможно, я про Джоу Шэня читала биографию, но вот сейчас я послушала и прочитала заново, и эта информация для меня реально полезна. Спасибо подписчику, который мне это отправил, и я рада была послушать эту всю информацию и еще раз вместе с вами. Всем удачи, пока, всем peace, покеда. Никто не обещал, что будет легко.